Привет! Тема политическая философия или политическая теория. Политическая философия или политическая теория – это философское изучение государственного управления, затрагивающее вопросы о природе, масштабах и легитимности государственных лиц и институтов и отношениях между ними. Ее темы включают политику, свободу, справедливость, собственность, права, закон и соблюдение закона властью. И в этом контексте рассматривается, какие законы должно соблюдать правительство, что делает правительство законным, какие права и свободы оно должно защищать, какую форму оно должно принимать, что такое закон и какие обязанности граждане должны выполнять перед законным правительством, если таковое имеется, и когда оно может быть законно свергнуто, если вообще когда-либо. Политическая философия теория также затрагивает вопросы более широкого масштаба, рассматривая политическую природу таких явлений и категорий, как идентичность, культура, отношения между людьми, экология, религия и многое другое. Индийская политическая философия в древние времена проводила четкое различие между нацией, государством, религией и государством. Что касаемо трудов по политической философии, Артхашастру, составленную Чанакьей, можно считать самым ранним из сохранившихся трудов по политической философии Древней Индии. В Артхашастре указаны практические советы о том, как управлять государством. Чанакью, составителя Артхашастры, часто сравнивают с Никколо Макиавелли. Макиавелли утверждал, что для приобретения и сохранения государства необходимы злые средства. За этот совет он стал печально известен тем, что прилагательное макиавеллистский впоследствии стало обозначать хитрость, лицемерие или недобросовестность. Чанакья, как и Макиавелли, считал, что цель оправдывает средства. Его акцент на политическом реализме оказал в дальнейшем сильное влияние на последующую индийскую политическую мысль. Примером кодекса законов Древней Индии является Ману Смрити, древнеиндийский сборник права, религиозно-нравственных и правовых предписаний. Китайская политическая философия восходит к периоду Чуньцю, в частности Конфуцию. Китайская политическая философия была разработана как ответ на социальный и политический развал страны, характерный для периода Чуньцю и периода сражающихся царств. Основные философские течения – это конфуцианство, легизм, маизм, нунця и даосизм. Они имели политические аспекты. Философы, такие как Конфуций, Мэнци и Мо Ци, сосредотачивались на политическом единстве и политической стабильности в качестве основы своей политической философии. Конфуцианство выступало за правительство, основанное на сочувствии, лояльности и межличностных отношениях. Легизм выступал за крайне авторитарное правительство, основанное на драконовских наказаниях и законах. Маизм выступал за общинное децентрализованное правительство, основанное на бережливости и аскетизме. Нунця, данная философская школа, выступала за крестьянский утопический коммунализм, то есть утопическое местное общинное управление. Даосизм выступал за протоанархизм, и легизм, который выступал за крайне авторитарное правительство, основанное на драконовских наказаниях и законах, по сути был доминирующей политической философией династии Цинь, но был заменен конфуцианством при династии Хань. До принятия Китаем коммунизма конфуцианство оставалось доминирующей политической философией Китая вплоть до 20 века.
Западная политическая философия берет свое начало в философии Древней Греции. В Древней Греции доминировали города-государства, которые экспериментировали с различными формами политической организации. Чрезвычайно важным классическим трудом по политической философии является «Государство-республика» Платона. Можете обратить внимание, про Платона есть видео на канале, я оставлю ссылку, за которым последовала Никомахова «Этика, политика Аристотеля». Раннехристианская философия Аврелия Августина находилась под сильным влиянием Платона. Ключевым изменением, вызванным христианской мыслью, стало смягчение стоицизма. Про стоицизм есть видео на канале, я оставлю ссылку, и теории справедливости римского мира, а также акцент на роли государства и применение милосердия в качестве морального примера. Аврелий Августин также проповедовал, что человек не является жителем своего города, но является гражданином Града Божьего. Фома Аквинский разбирался в философии права. Можете обратить внимание, про философию права, правовую философию есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Согласно Фоме Аквинскому, существует 4 вида права. Вечное право, божественное управление всем сущим, божественное право, установленное Богом внешнее по отношению к человеческой природе, естественное право, правильный образ жизни, открываемый естественным разумом, то, что нельзя, не должно быть известно, внутренне присущий человеческой природе, человеческое право. Фома Аквинский был невероятно влиятельным мыслителем традиции естественного права. Расцвет ислама сильно изменил баланс силы представления о происхождении власти в Средиземноморском регионе. Ранее исламская философия подчеркивала неразрывную связь между наукой и религией, а также процесс иджтихада, большое старание и авторитет для поиска истины. По сути, вся философия была политической, поскольку она имела реальные последствия для управления. Эта точка зрения была оспорена рационалистическими философами-мутазилитами, которые придерживались более эллинистической точки зрения – разум превыше откровения. И поэтому они стали известны современным ученым как первые спекулятивные теологи ислама. Их поддерживала светская аристократия, стремившаяся к свободе действий, независимой от халифата. Однако к позднему античному периоду традиционалистский ашаритский взгляд на ислам в целом восторжествовал. Согласно ашаритам, разум должен быть подчинен Корану и Сунне. Исламская политическая философия действительно уходила корнями в самые истоки ислама, то есть Коран и Сунну, слова и обычаи Мухаммеда. Однако в западной мысли обычно предполагается, что была особая специфическая область, присущая только великим философам ислама. Аль-Кинди, Аль-Фараби, Ибн Сина, Авиценна, Ибн Баджа, Ибн Рушд, Авероэс. Про Авиценну и Авероэса есть видео на канале, я оставлю ссылки. Политические концепции ислама, такие как Аль-Кудра, власть, султан, ума, также основные термины Корана, например, ибадат, поклонение, взяты за основу анализа. Выдвигались политические идеи и теории, например, идеи хариджитов, хариджиты, выступавшие в том числе против власти, покинувшие первые в истории ислама религиозно-политическая группировка, обособившаяся от основной части мусульман. В самые ранние годы исламской истории о халифате и уме или идеи шиитов и концепции имамат. Имамат – один из столпов шиитского ислама, институт верховного руководства мусульманской общины, в котором сочетаются светская и духовная власть, считаются доказательствами политической мысли. Столкновения между суннитами и шиитами в VII и VIII веках носили подлинно политический характер. Однако политическая мысль не была основана исключительно на теизме. Аристотелизм процветал. Воплощались идеи Аристотеля в контексте исламского мира. Например, Авиценна, Авероэс были частью этой философской школы, которая утверждала, что человеческий разум превзошел простое совпадение и откровение. Они верили, например, что природные явления происходят из-за определенных правил, установленных Богом, а не потому, что Бог вмешивался напрямую. Среди других известных политических философов того времени Низам аль-Мульк, персидские ученые и государственные деятели, составившие книгу правления. В ней он подробно описывает роль государства с точки зрения политических вопросов, то есть как бороться с политическими оппонентами, не разрушая имидж правительства, также его обязанность защищать бедных и вознаграждать достойных. В другой своей работе он объясняет, как государство должно решать другие проблемы, такие как предоставление рабочих мест иммигрантам, таким как туркмены, прибывшие с севера, современный юг России, Казахстан, Туркменистан и Узбекистан.
Ибн Халдуна можете обратить внимание, есть небольшое видео на канале, я оставлю ссылку. Ибн Халдун, арабский ученый XIV века, считается одним из величайших политических теоретиков. Британский философ, антрополог Эрнст Гернер считал определение правительства Ибн Халдуна, институтом, который предотвращает несправедливость, отличную от той, которую он совершает сам, лучшим в истории политической теории. По мнению Ибн Халдуна, правительство должно быть сведено к минимуму, поскольку оно является необходимым злом. Средневековая политическая философия в Европе находилась под сильным влиянием христианского мышления. Схоласты, объединив философию Аристотеля с христианством Аврелия Августина, подчеркивали потенциальную гармонию, присущую разуму и откровению. Возможно, самым влиятельным политическим философом средневековой Европы был Фома Аквинский, который помог вновь представить труды Аристотеля, которые были переданы в католическую Европу через мусульманскую Испанию, вместе с комментариями Авероэса. Использование их Аквинским определило повестку дня, поскольку схоластическая политическая философия доминировала в европейской мысли на протяжении веков, вплоть до эпохи Возрождения. Некоторые средневековые политические философы развивали идею о том, что король, который является тираном, вообще не является королем и может быть свергнут. Великая хартия вольности, рассматриваемая многими как краеугольный камень англо-американской политической свободы, прямо предлагает право на восстание против правителя во имя справедливости. В эпоху Возрождения светская политическая философия начала зарождаться примерно после столетия теологической политической мысли в Европе, в то время как в средние века светская политика на практике осуществлялась под властью Священной Римской империи, академическая сфера была полностью схоластической, следовательно христианской по своей природе. Влиятельным произведением был «Государь» Никколо Макиавелли. Эта работа, а также дискурсы и тщательный анализ оказали большое влияние на современную политическую мысль. Макиавелли представляет взгляд на политику, согласно которому добро и зло являются простыми средствами, используемыми для достижения цели, то есть для приобретения и поддержания только абсолютной власти. Томас Гоббс, хорошо известный своей теорией общественного договора, продолжает расширять эту точку зрения в начале XVII века. Хотя ни Макиавелли, ни Гоббс не верили в божественное право королей, они оба верили во врожденный эгоизм личности. Именно эта вера неизбежно привела их к принятию сильной центральной власти в качестве единственного средства предотвращения распада общественного порядка. В период просвещения появились новые теории о том, кем был на самом деле и кем являлся на самом деле человек, а также об определении реальности и ее восприятии. Эти новые теории привели к новым вопросам и новым открытиям, которые осуществляли такие мыслители, как Джон Лок, Жан-Жак Руссо, Бенджамин Констант и другие. Можете обратить внимание, про Лока и Руссо есть видео на канале, я оставлю ссылки. Этими теоретиками двигали два основных вопроса. Во-первых, по какому праву или необходимости люди формируют государство, и, во-вторых, какой может быть наилучшая форма государства. Эти фундаментальные вопросы включали концептуальное различие между понятиями государства и правительства. Было решено, что государство будет относиться к набору устойчивых институтов, через который будет распределяться власть. Термин «правительство» будет относиться к определенной группе людей, которые находятся в государственных учреждениях и создают законы и постановления. Пока не было введено понятие естественного порядка, социальные науки не могли развиваться независимо от теистического мышления. Со времен культурной революции XVII века в Англии, которая распространилась на Францию и остальную Европу, общество считалось подчиненным естественным законам. В дальнейшем это оказало существенное влияние на политические и экономические отношения, поскольку концепция гильдии была подчинена теории свободной торговли, а доминирование римско-католической теологии все чаще оспаривалось протестантскими церквями. Свободная торговля представляла собой торговую политику, которая не ограничивала импорт или экспорт. Это также можно понимать как идею свободного рынка, применяемую к международной торговле. В правительстве за свободную торговлю выступали преимущественно политические партии, занимающие либеральные экономические позиции, в то время как националистические политические партии поддерживали протекционизм, противоположный свободной торговле.
труде «Два трактата о правлении» предлагает теорию естественного состояния, которая непосредственно дополняет его концепцию о том, как происходит политическое развитие и как оно может быть основано на договорных обязательствах. Лок выступил с опровержением политической теории Роберта Филмера, основанной на патриархальных принципах в пользу естественной системы, основанной на природе в конкретной данной системе. Лок принимал изречение Аристотеля о том, что человек стремится быть счастливым в состоянии социальной гармонии, как социальное животное. В отличие от преобладающего взгляда Фомы Аквинского на спасение души от первородного греха, Лок считает, что разум человека приходит в этот мир, как табула раса, чистая доска. Для Лока знание не является ни врожденным, ни явленным, ни основанным на авторитете, но подверженным неопределенности, смягчаемым разумом, терпимостью и умеренностью. Согласно Локу, абсолютный правитель, предложенный Гоббсом, не нужен, поскольку естественный закон основан на разуме и стремится к миру и выживанию для человека. Можете обратить внимание, про Джона Стюарта Милля есть видео на канале, я оставлю ссылку. В книге о свободе, которая является наиболее влиятельным изложением его либеральных принципов, он начинает с того, что различает старые и новые угрозы свободе. Старая угроза свободе существует в традиционных обществах, в которых правит один человек монархия или несколько людей аристократия. Хотя можно было бы беспокоиться об ограничениях свободы со стороны доброжелательных монархов или аристократов. Традиционное беспокойство заключается в том, что когда правители политически неподотчетны управляемым, они будут править в своих собственных интересах, а не в интересах управляемых. Теория прав Милля представлена в главе 5 утилитаризма в контексте его санкционной теории долга, которая является косвенной формой утилитаризма, который определяет неправильные действия как действия, которые полезно санкционировать. Затем Миль вводит правосудие как надлежащую часть долга. Справедливость предполагает совершенные обязанности, которые соотносятся с правами. Справедливость подразумевает нечто такое, что не только правильно делать, но и неправильно не делать, что какой-то отдельный человек может требовать по праву. Таким образом, эти совершенные обязанности создадут свободу в целом и коллективную свободу внутри государства. Миль использует свободу для обсуждения гендерного равенства в обществе. Для Милля утилитаризм – идеальный инструмент для оправдания гендерного равенства. Миль использовал свою утилитарную этику, чтобы оценить, как гендерное равенство было бы наилучшим способом достижения наибольшего блага для наибольшего числа людей. Принцип, который регулирует существующие социальные отношения между двумя полами и в настоящее время является одним из главных препятствий на пути совершенствования человека. Главное препятствие на этом пути связано с интеллектуальными способностями женщин. Уменьшение их интеллектуального потенциала приводит к потере знаний и навыков половины населения. Такие потерянные знания могли бы сформулировать идеи, которые могли бы максимизировать удовольствие для всего общества. Один из первых мыслителей, получивших прозвище «либерал», Констант, обратился к Британии, а не к Древнему Риму, в поисках практической модели свободы в большом коммерческом обществе. Он провел различие между свободой древних и свободой современности. Свобода древних была республиканской свободой, которая давала гражданам право напрямую влиять на политику посредством дебатов и голосования в общественном собрании. Для того, чтобы поддерживать такую степень участия, все было обременительным моральным обязательством, требующим значительных затрат времени и энергии. Как правило, это требовалось, чтобы под сообщество рабов выполняло большую часть производительной работы, оставляя гражданам свободу обсуждать общественные дела. Древняя свобода также ограничивалась относительно небольшими и однородными обществами, в которых люди могли удобно собираться в одном месте для ведения государственных дел. Свобода современных людей, напротив, основывалась на обладании гражданскими свободами, верховенстве закона и свободе от чрезмерного вмешательства государства, плюс создание коммерческого общества, в котором нет рабов, но почти все должны зарабатывать на жизнь трудом. Более того, Констант считал, что в современном мире торговля превосходит войну. Он атаковал воинственный аппетит Наполеона на том основании, что он был нелиберальным и больше не подходил для современной коммерческой социальной организации. Древняя свобода имела тенденцию быть воинственной, тогда как государство, организованное на принципах современной свободы, должно жить в мире со всеми мирными народами.
Главный практический вывод политической теории Гоббса состоит в том, что государство или общество не могут быть безопасными, если не находятся в распоряжении абсолютного суверена. Из этого следует мнение, что ни одно частное лицо не может обладать правами собственности против суверена, и что поэтому суверен может забирать имущество своих подданных без их согласия. В Левиафане Гоббс изложил свою доктрину основания государств и правительств. Большая часть книги посвящена демонстрации необходимости сильной центральной власти, чтобы избежать зла, раздора и гражданской войны. Отталкиваясь от механистического понимания человеческих существ и их страстей, Гоббс постулирует, какой была бы жизнь без правительства, состояние которого он называет состоянием природы. В этом государстве каждый человек имел бы право или лицензию на все в мире. Это, утверждает Гоббс, привело бы к войне всех против всех. Для Руссо общественный договор определяет основу законного политического порядка в рамках классического республиканизма. Об общественном договоре или принципы политического права трактат был опубликован в 1762 году. Он стал одним из самых влиятельных произведений политической философии в западной традиции. Трактат начинается с того, что человек рождается свободным, и везде он в цепях. Те, кто считает себя хозяевами других, на самом деле являются еще большими рабами, чем они сами. Руссо утверждал, что естественное состояние было примитивным состоянием без закона или морали, которое люди оставили ради выгоды и необходимости сотрудничества. По мере развития общества, разделение труда и частная собственность требовали от человечества принятия правовых институтов. Человек склонен часто соревноваться с себе подобными, в то же время он становится все более зависимым. Это двойное давление угрожает как его выживанию, так и его свободе. Марксистская критика капитализма была наряду с либерализмом и фашизмом одним из определяющих идеологических движений XX века. Промышленная революция произвела параллельную революцию в политической мысли. Урбанизация и капитализм сильно изменили общество. В этот же период начало формироваться социалистическое движение. В середине XIX века был развит марксизм, и социализм в целом получал все большую народную поддержку, в основном со стороны городских рабочих. Маркс установил принципы, которые будут использоваться будущими революционерами XX века, а именно Владимиром Лениным, Мао Цзэдуном, Хо Ши Мином и Фиделем Кастро. Хотя философия истории Гегеля похожа на философию Иммануила Канта, а теория революции Карла Маркса частично основана на взгляде Канта на историю, Маркс заявил, что он абсолютно переворачивает диалектику Гегеля. В отличие от Маркса, который верил в исторический материализм, Гегель верил в феноменологию духа. К концу XIX века социализм и профсоюзы стали неотъемлемой частью политического ландшафта. Кроме того, различные ветви анархизма с такими мыслителями, как Бакунин, Прудон, Кропоткин и синдикализм также получили некоторое распространение в англо-американском мире. Антиимпериализм и плюрализм начали набирать обороты на рубеже XX века. Первая мировая война, про Первую мировую войну есть видео на канале, я оставлю ссылку, стала переломным событием в истории человечества, изменившим взгляды правительств и политики. Революция в России 1917 года и аналогичные, хотя и менее успешные революции во многих других европейских странах вывели коммунизм, в частности политическую теорию ленинизма, на мировую арену. В то же время социал-демократические партии впервые победили на выборах и сформировали правительство часто в результате введения всеобщего избирательного права. С конца Второй мировой войны до 1971 года, до того момента, когда Джон Роуз, про Джона Роуза есть видео на канале, я оставлю ссылку, опубликовал теорию справедливости, политическая философия в англо-американском академическом мире была в смятении, поскольку философы и аналитики выражали скептицизм по поводу возможности того, что нормативные суждения имеют когнитивное содержание, а политология обратилась к статистическим методам и бихевиоризму. С другой стороны, в континентальной Европе послевоенные десятилетия знаменовались огромным расцветом политической философии, в которой доминировал марксизм. Это было время Жан-Поль Сартра и Луи Альтюсера, и победы Мао Цзэдуна в Китае и Фиделя Кастро на Кубе, а также события мая 1968 года привели к росту интереса к революционной идеологии. Философы такие, как Карл Поппер, Фридрих Хайек,
Ханна Аренд, Исайя Берлин и другие. Про Фридриха Хайека, Ханну Аренд, про философа Исайя Берлин есть видео на канале, я оставлю ссылки. Поощряли продолжение изучения политической философии в англо-американском мире, но в 1950-60-х годах они и их ученики оставались в противоречии с аналитическим истеблишментом. Коммунизм оставался важным направлением, особенно в 1950-е и 1960-е годы. Важными проблемами были колониализм и расизм. В целом наметилась заметная тенденция к прагматическому подходу, а не к философскому подходу по политическим вопросам. Многие академические дебаты касались одной или обеих из двух прагматических тем. Как или стоит ли применять утилитаризм к проблемам политики, или как или стоит ли применять экономические модели, такие как теория рационального выбора, к политическим вопросам. Подъем феминизма, различных общественных движений, конец колониального правления и политической изоляции различных меньшинств в развитом мире привели к тому, что феминистская, постколониальная и мультикультурная мысль стала значимой. В англоамериканской академической политической философии публикация книги Джона Роуса «Теории справедливости» в 1971 году считается важной вехой. Роуз построил гипотетическую мысленную конструкцию вуаль-неведения, в которой он предполагает, что люди, находясь в естественном состоянии, между собой равны. Они не знают своего места в обществе, социального статуса, положения. В этой ситуации никто не может изменить что-либо для себя в лучшую сторону, что и определяет исходную ситуацию как честную. Роуз изначально рассматривает индивидов как рационально мыслящих людей, перед которыми стоит задача строительства справедливого общества. Роуз выступал с критикой утилитарных подходов к вопросам политической справедливости, а также критиковал интуитивизм за безусловность понимания норм морали и этики, в том числе и справедливости. С точки зрения интуитивизма, моральные действия субъекта должны оцениваться на основании их соответствия безусловным правилам долга, как добрые или злые сами по себе, а не на основании последствий. Книга Роберта Носика «Анархия, государство и утопия» 1974 года, получившая национальную книжную премию, ответила Роузу с либертарианской точки зрения и получила академическую респектабельность за либертарианские взгляды. Другое важное направление современной политической теории опирается на таких мыслителей, как Фридрих Ницше, Мишель Фуко, Жак Деррида и Жиль Делез. Про Ницше, Делеза, про философа Деррида есть видео на канале, я оставлю ссылки. Многие политические теоретики, широко используя генеалогический подход, деконструкцию и так далее, расширили сферу применения политической теории и выдвинули множество аргументов по таким темам, как плюрализм, агонизм, секуляризм и нечеловеческий поворот. Думаю, на этом все. Всего доброго.